Самое распоследнее, что люди учатся делать, когда начинают водить машину, это въезжать задом в узкий гараж. Даже опытные водители не любят это делать, а неопытные и вовсе были бы счастливы, если бы это за них делал кто-нибудь другой. А теперь представьте себе, что ваш гараж летит в космосе со скоростью 8 километров в секунду и слегка вращается вокруг своей оси. Я думаю, что как бы вы ни гордились своим водительским мастерством, вы бы предпочли, чтобы эта парковка происходила автоматически, а не на глаз. Поэтому стыковки космических кораблей и космических станций практически всегда осуществляются в автоматическом режиме. Ручные стыковки происходят крайне редко и, как правило, случаются из-за возникновения какой-то внештатной ситуации, когда что-то сломалось, и корабли не могут состыковаться сами без помощи людей. И в конце зимы 1985 года советская космическая станция «Салют-7» сломалась сильно. К началу 1985-го станция «Салют-7» была уже не новая. Она была выведена на орбиту весной 1982-го, рассчитана на 5 лет эксплуатации и проработала из них 3. На ней за это время проработало несколько экипажей космонавтов, советских, французских и индийских. Когда туда полетел третий, если я не ошибаюсь, экипаж на корабле «Союз Т-8», у них сломалась автоматическая система сближения, то есть автоматическая стыковка не работала. Они попытались состыковаться вручную, но пока они сближались, корабль и станция вошли в тень Земли, и космонавты просто перестали видеть, куда причаливать. Им не удалось состыковаться, и пришлось возвращаться на Землю. И следующий экипаж прилетел на станцию только через несколько месяцев. И потом, когда они отцепляли от станции непилотируемый транспортный корабль, прилетевший туда до них, он не хотел со станции расцепляться и чуть было не сдернул ее с орбиты. Ну, то есть я хочу сказать, что не то чтобы на станции «Салют-7» не случались ЧП и до этого, но они успешно решались. 29 июля 1984 года станцию покинула очередная экспедиция в составе Владимира Джанибекова, Светланы Савицкой и Игоря Волка. На хорошие полгода станция оставалась в беспилотном режиме и мирно дрейфовала в околоземном пространстве, тихонько шевеля солнечными батареями. Отсутствие суетливого экипажа, который может что-нибудь натворить и требует постоянного внимания Центра управления полетом, несколько снизило бдительность персонала ЦУПа. Тут-то и начались неприятности. «11 февраля 1985 года в конце дежурства очередной смены ЦУПа в системе управления станцией сработала токовая защита. То есть реле вроде ваших квартирных пробок, которые вылетают, когда у вас случается короткое замыкание. И это реле отключило первый, основной радиопередатчик системы дальней связи, то есть связи станции с Землей. Как пишет Борис Евстеевич Черток, происшествие неприятное, но отнюдь не аварийное. На станции имелся второй, точно такой же запасной радиопередатчик, который немедленно включился и начал работать взамен первого. Дежурившая в ЦУПе смена спокойно записала в журнале: перешли на резервный. Станция, как я уже сообщила, была не нова, ее радиоаппаратура вырабатывала свой ресурс. Более того, на борту уже лежал заранее доставленный новый комплект радиоаппаратуры, который очередной экипаж должен был установить на место старого. То есть это было еще не ЧП. Дальше, как обычно, никто не знает, что точно случилось. В ЦУПе ночная смена ушла домой, и на службу заступила дневная. Кто-то что-то кому-то не так сказал или был неправильно понят.
Но только командир новой смены, не дождавшись появления уже вызванных специалистов, решил попробовать снова включить первый передатчик. Вдруг это было случайное срабатывание защиты. Вдруг он еще вполне работоспособен. Ну, а если он действительно перегорел, ну, тогда, по идее, предохранитель сработает еще раз и снова подключится резервный. У тебя горит лампочка, проверить двигатель. Да, надо бы ее чем-нибудь заклеить. И, насколько я понимаю, современный консенсус в том, что это было очень глупое решение. Потому что до этого момента все системы продолжали нормально работать. А после, цитирую заключение комиссии, на 16254 витке попытка команды с Земли включить явно неисправный передатчик привела к лавинообразному развитию процесса короткого замыкания, в результате которого возникли необратимые нарушения целостности системы питания обоих передатчиков и прекратилось функционирование дешифраторов. Отказ дешифраторов лишил станцию возможности принимать какие-либо команды с Земли, после чего станция стала неуправляемой. То, что станция полгода самостоятельно болталась на орбите без космонавтов внутри, не означает, что люди ею не управляли с Земли. Станция получала регулярные команды включать и выключать разные приборы, она поддерживалась на своей орбите, она была под постоянным контролем ЦУПа. Энергия, необходимая для работы ее приборов, постоянно восполнялась солнечными батареями, которые регулярно поворачивались лицом к Солнцу, благодаря как собственному автоматическому контролю, так и командам с Земли. Однако этот самый лавинообразный процесс, последовавший за коротким замыканием в системе передатчиков, вывел из строя и устройство, которое периодически выдавало команду на подключение солнечных батарей к аккумуляторам. Теперь команда на заряд аккумуляторов не приходила ни от бортового командного устройства, ни с Земли. В результате система единого питания, бортовая электростанция, полностью выходит из строя. Все электрические системы прекращают функционировать. Станция «Салют-7» начинает замерзать и превращается в большой кусок космического мусора, медленно падающий на Землю. Нормальным образом отработавшие свой срок космические станции аккуратно и контролируемо роняют на Землю, желательно куда-нибудь в океан. Проходя через атмосферу, станция разрушается, и значительное количество ее обломков сгорает. Но самые стойкие куски бывает, что достигают поверхности Земли. И здесь очень важно, чтобы они не шмякнулись кому-нибудь на голову, потому что куски могут быть довольно большими и летят быстро. Но «Салют-7» полностью перестал отвечать на команды. Более того, даже его точное расположение ЦУПу теперь приходилось спрашивать у военных, которые постоянно приглядывают за всем, что находится в космосе через системы противоракетной обороны. Именно служба противоракетной обороны в конце концов определила актуальную орбиту «Салюта-7» и сообщила ЦУПу, что ваша станция почти не вертится. Это до какой-то степени утешало, потому что единственным шансом предотвратить потерю станции и весьма существенный мировой позор, если она упадет куда-нибудь на Землю и погибнут люди, было отправить туда спасательную бригаду, которая ее починит и заменит все вышедшие из строя блоки и перегоревшую проводку. Но им бы для начала пришлось сделать то, чего раньше никто никогда не делал – вручную состыковаться с совершенно мертвой станцией, которая абсолютно никак тебе не помогает. Потому что нормально стыковка двух космических кораблей – это двусторонний процесс. Как вообще происходит стыковка двух космических кораблей? Сейчас существуют разные системы, но в СССР употреблялась так называемая российская система стыковки типа «Штырь-конус». Причал станции представляет собой коническое углубление около метра в диаметре.
А на подъезжающем космическом корабле имеется щуп, такой стержень, торчащий из носа. Корабли сближаются, после чего система стыковки очень точно направляет щуп в центр конуса. И там его конец аккуратно захватывается и втягивается внутрь. После чего корабли соединяются по периметру хомута, 8 или 12 защелок прочно пристегивают один корабль к другому. После чего между ними можно открыть люк, через который проходят космонавты, грузы, проводка, что угодно. Процесс звучит довольно просто, но на деле стыковка космических аппаратов – это очень сложная тонкая процедура. Периодически что-то идет не так. Как я уже рассказывала, одному из экипажей пришлось вернуться на Землю, потому что у них сломалась система сближения, они не смогли пристыковаться к этой же самой станции «Салют-7». А когда «Союз-25» пристыковывался к предыдущей станции «Салют-6», их щуп промахнулся на 10 сантиметров, ткнулся в борт, и корабль отпружинил от станции. Один из «Прогрессов», грузовой корабль, тащивший на станцию «Мир» больше 2 тонн груза, так неловко подъезжал, что буквально протаранил стыковочный модуль, разгерметизировал его, а на станции в тот момент были космонавты, которым пришлось срочно герметизировать поврежденный модуль. К тому же еще грузовик проделал вот такую дыру в их солнечной батарее и ободрал обшивку радиатора, которую космонавтам пришлось потом чинить, выходя в открытый космос. Ну, это вообще было отдельное приключение на отдельный рассказ. Короче говоря, много каких неожиданных неприятностей может произойти, когда бочка размером с катер на ходу пристегивается к бочке размером с дом, вертящейся вокруг своей оси. Но советское начальство дало совершенно однозначный приказ – спасти станцию во что бы то ни стало. Проблема была еще и в том, что никто не мог абсолютно точно сказать, что же произошло на станции. Станция молчала, как ваша жена, которую вы забыли поздравить с 8 марта. Очевидно было только то, что произошла какая-то серьезная авария, но что конкретно случилось, никто не знал. На станции мог произойти пожар вследствие короткого замыкания, возможно, произошла разгерметизация, возможно, произошел взрыв. Неизвестно было, какие системы можно будет оживить, а какие вышли из строя совершенно безнадежно. Желательно было подготовиться абсолютно ко всему и упаковать на корабль «Союз-Т-13», на котором спасательная команда туда полетит, все, что может им пригодиться. Вообще-то корабли «Союз» не предназначены для того, чтобы тащить много груза. Это не корабль-транспортник. Это такой микроавтобус, который возит космонавтов с Земли на орбиту и назад. Поэтому с корабля убрали все лишнее, включая всю систему автоматической стыковки, которая была совершенно бесполезна в этой ситуации. Вместо нее установили в кабине лазерный дальномер, выдали приборы ночного видения на случай, если придется стыковаться на ночной стороне Земли, и на случай, как казалось тогда, маловероятной ситуации полного отсутствия электроэнергии на станции, в «Союз-Т-13» положили электрические фонарики с запасом батареек, пуховые комбинезоны, унты и теплые перчатки. Обычно «Союз» брал на борт 3 космонавтов, но решено было, что для этой миссии достаточно 2. Нужен был универсальный инженер, который сможет все там починить, и опытный пилот, который сможет его туда привезти. И выбор был на самом деле невелик. Владимир Дженебеков бывал уже на станции «Салют» дважды, и однажды ему уже приходилось состыковываться с ней вручную, когда в июне 1982 за 900 метров до «Салюта» отказала автоматика сближения, и Дженебеков тогда успешно пристыковался вручную. Он был назначен капитаном, а бортинженером с ним отправили Виктора Савиных. Это был его 2-й полет в космос. Вес отсутствующего члена экипажа замещали дополнительные материалы и припасы. Были увеличены запасы топлива, еды и воды.
а также установлены дополнительные регенераторы очистки воздуха, позволяющие продлить автономный полет, если окажется, что экипажу придется провести в своем космическом микроавтобусе больше времени, чем хотелось бы. После всех этих переделок и модификаций ответственные за разработку инженеры посчитали и решили, что шансы на успех операции составляют 70-80%. То есть это не был совсем уж полет смертников с билетом в один конец, как пишут во многих местах в интернете. Но риск, конечно, был. Была вероятность, что космонавты вернутся ни с чем, и была вероятность, что они вообще не вернутся. Их готовили очень напряженно, почти 4 месяца. Инструкторы придумывали всевозможные трудности, изобретали отказы различных приборов и систем и заставляли их решать все это на ходу. И когда стало ясно, что космонавты готовы примерно ко всему, был дан приказ на старт. Ранним утром 6 июня 1985 года «Союз Т-13» с Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных на борту стартовал с космодрома Байконур и направился к Салюту-7. Ну, то есть куда-то в ту сторону. Вообще до станции можно добраться за сутки. Но в этот раз «Союз» не спешил. Все делали медленно и аккуратно. По истечении вторых суток полета корабль приблизился к станции на расстоянии в 10 километров. Станция появилась в иллюминаторе корабля, похожая на маленькую звездочку. Это уже была удача, что станцию нашли. Джанибеков сократил расстояние между станцией и кораблем до 2,5 километров и перешел на ручное управление. Когда они приблизились достаточно близко, они осознали неприятный факт. Потерявшая управление станция развернулась относительно орбиты, то есть она летела боком под углом, что серьезно затрудняло стыковку. Космические корабли не могут летать как самолеты куда угодно, совершая петли и красивые виражи. Они, в общем-то, умеют летать только по прямой, поворачиваться и все. То есть в этот раз, чтобы подойти к стыковочному порту, пришлось совершить довольно сложный подлет с разворотом, вручную, пользуясь лазерной указкой, то есть дальномером. Савиных произвел все сложные расчеты, и Джанибеков потом блестяще притворил их в жизнь. Они выровнялись с портом, снизили скорость. Как выразился Джанибеков, ну вот сейчас мы будем немножко мучиться. В ЦУПе все затаили дыхание, но Джанибеков вполне успешно и мягко произвел причаливание. Лязгнули запоры, и «Союз» оказался надежно прикрепленным к «Салюту». Впервые в истории человек совершил стыковку с неуправляемым космическим объектом. По рассказам свидетелей, весь ЦУП орал, обнимался и рыдал в голос. Но состыковаться со станцией было только половиной дела. Теперь Савиных и Джанибекову предстояло ее починить. Еще раз повторяю, корабль «Союз», на котором они прилетели, не был приспособлен для долгой жизни в космосе. Жить полагалось на станции. Но было совершенно неизвестно, можно ли вообще привести станцию в пригодное для жизни состояние. Почему она молчит? Что там случилось? Может быть, она разгерметизирована? Может быть, там вообще метровая дыра в открытый космос? Может быть, там был пожар, и вся станция наполнена ядовитыми продуктами сгорания? Джанибеков и Савиных в противогазах и зимних комбинезонах медленно выплыли из люка. Сразу стало понятно, что на станции холодно и темно. Свет не зажигался. При свете фонариков они увидели, что все изнутри покрыто толстой коркой льда. Иней лежал на приборных панелях. И на столе, приклеенные изолентой, лежали сухарики и солевые таблетки. Традиционный хлеб-соль от предыдущего экипажа. Выглядело все это довольно жутковато. После анализа атмосферы станции специальными датчиками противогазы стало можно снять. Снять противогазы и надеть пуховые шапочки, поскольку на станции был дубак. Температуру вокруг оценивали интересными методами. Цитирую стенограмму.
Земля. Володя, а вот если плюнуть, замерзнет или нет? Дженебеков. Плюнул и замерзла в течение 3 секунд. Земля. Это ты прямо на иллюминатор или куда? Дженебеков. Нет, тут на термоплату. Вот тут резина замерзла, она стала как камень, твердая. Земля. Это нас не воодушевляет. Дженебеков. А нас тем более. Подтвердилась ситуация, которую до этого считали очень маловероятной, что абсолютно вся система энергоснабжения станции вышла из строя. Это означало, что замерзли все запасы воды и еды, оставшиеся на станции, замерзли все приборы, и непонятно было, заработают они или нет, когда оттают. И для начала нужно было как-то оживить систему питания, аккумуляторы и солнечные панели. Когда мы в прошлом году ехали зимой в Канаду, температура упала до минус 38. Перевал, горы, конец декабря, в 4 часа уже темно. Лед на шоссе прямо вот длинными кусками. Пороша, ничего не видно. Короче, дурдом. Я говорю мужу: слушай, мы не доедем. Вокруг какие-то индийские деревни, давай заночуем в мотеле. И он сначала сказал: давай, а потом говорит: нет, знаешь что, ночью будет ниже 40. А что, если у нас утром машина не заведется? Мы так и будем с индейцами зимовать? Нет уж, поехали до конца. И мы каким-то чудом дотянули до дома. В ту зиму у многих аккумуляторы садились за ночь. Так что никто не удивился, что в замерзшем салюте 2 из 8 аккумуляторов сдохли насовсем, без возможности реанимации. Остальные 6 требовалось срочно зарядить, чтобы начать питать основные системы, без которых нельзя было выжить. Отопление, регенерацию воздуха и воды, вентиляцию и так далее. Запитать их от энергосистемы Союза было слишком опасно. Если в цепи станций было короткое замыкание, то существовал риск поджарить и всю электронику на Союзе, что означало бы полную катастрофу. Оставался только один способ – подать питание напрямую солнечных батарей. Для этого космонавтам пришлось вручную скрутить жилы 16 кабелей, что, я уверена, было супер приятно и интересно делать на морозе голыми руками при свете фонарика. После чего они вернулись в Союз и с помощью его двигателя повернули всю сцепку станция плюс корабль под более выгодный угол к Солнцу. И солнечные батареи начали заряжать аккумуляторы. Спустя сутки Савиных решился подключить аккумуляторы к энергосистеме станции. И произошло чудо. Одна за другой начали зажигаться лампы, заработало отопление, зашипела система регенерации воздуха, Салют-7 начал оживать. И тут начались новые проблемы. Казалось, что во время предполетных тренировок экипаж был подготовлен к любым неожиданностям. Но, как выяснилось, все ситуации они все-таки предусмотреть не смогли. Например, что на станции окажется замерзшей вся питьевая вода, на которую космонавты рассчитывали. С собой в Союзе у них было всего 10 литров. Воду пришлось экономить. Был момент, когда из-за нехватки воды думали, что придется возвращать космонавтов на Землю. Но дефицит был только питьевой воды. Лишней воды было, напротив, в избытке. После того, как солнечные батареи заработали и на станции стала плюсовая температура, весь лед, весь этот иней, который покрывал все вокруг, растаял. Вся станция покрылась тонкой пленкой воды. Станция, на которой недавно произошла лавина коротких замыканий. Система осушения воздуха все еще не работала. И это был самый страшный момент, пишет Савиных в своих воспоминаниях. Бывало, стукнешь по стенке, а оттуда вылетает рой мелких брызг. Убирали воду тряпками. В ход пошло все, что было под рукой. Разорвали на лоскуты даже вещи от предыдущей экспедиции. Все разъемы, которые стыковали, тщательно протирали. Могла попасть капелька воды, и произошло бы короткое замыкание. А отсюда в любой момент мог вспыхнуть пожар. Мы очень боялись такой ситуации. Было время, когда мы с Володей спали по очереди. Помимо угрозы пожара, большой опасностью для космонавтов являлась угроза отравления углекислым газом, потому что там невесомость.
То, что вы можете спокойно сидеть на диване и дышать, даже когда нет сквозняка, это заслуга гравитации. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Постоянно происходит конвекция воздуха. Углекислый газ, который вы выдыхаете, не остается вокруг вас облаком, а постепенно сдувается в стороны. Но в условиях невесомости этого не происходит. Поэтому пока один космонавт работал, другой обмахивал его бортовыми документами до тех пор, пока не заработала вентиляция. Только через 2 недели заработал родник, аппарат регенерации воды. Этот аппарат собирает воду из воздуха, очищает ее и превращает в питьевую. Это сразу начало решать 2 большие проблемы – нехватку питьевой воды и избыток непитьевой. На 7-й день полета заработали пресловутые радиопередатчики, и ЦУП восстановил связь со станцией. К 23 июня удалось восстановить все жизненно важные системы, и стал возможным прием автоматического корабля-снабжения «Прогресс-24». Грузовик доставил дополнительные запасы воды и топлива, оборудование для замены вышедшего из строя, а также кошмарное количество тряпок. 21 июля к станции пристыковался еще один грузовик «Космос-1669», доставивший новые солнечные батареи и модернизированные скафандры. Ребятам предстоял серьезный выход в космос. Со временем солнечные батареи на космических станциях деградируют и теряют свою эффективность. 2 батареи «Салюта» нужно было заменить. Дженебеков и Савиных отправились наружу с батареями и инструментами. Одну батарею поменяли очень быстро, а с другой пришлось порядочно повозиться. Возились аж 4 часа в открытом космосе, отдирая приварившийся трос от лебедки. То есть кувалдой, как в новом фильме, махать не пришлось, но руками дергали изо всех сил и очень долго. Еле-еле справились. Руки потом дрожали еще несколько дней, напишет в воспоминаниях Виктор Савиных. Но потом началась нормальная станционная жизнь. Медицинские эксперименты, выращивание хлопчатника в невесомости. Владимир Дженебеков и Виктор Савиных провели на «Салюте-7» больше 100 суток. 18 сентября к «Салюту-7» пристыковался корабль «Союз Т-14» с экипажем в составе Васютина, Гречка и Волкова. Дженебеков вместе с Гречкой вскоре вернется на Землю, а Савиных продолжит длительную экспедицию вместе с Васютиным и Волковым. Он проведет в космосе 168 дней, почти полгода. Отремонтированный «Салют-7» проработал еще чуть меньше года, после чего его законсервировали. На орбите уже была более современная и большая станция «Мир». «Салют-7» подняли на орбиту повыше и оставили. Планировалось, что станция должна была дождаться начала полета советских шаттлов. Но 1990 год был отмечен высокой солнечной активностью. Из-за этого плотность верхних слоев атмосферы, к моему изумлению, космические корабли летают внутри, а не вне земной атмосферы. Поднимите руки, кто еще успел забыть этот факт из школьной программы. Так вот, плотность термосферы увеличилась, вследствие чего орбитальный комплекс начал тормозить и неконтролируемо снижаться. И станцию более-менее аккуратно уронили. Фрагменты, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в районе Аргентины и Чили. Ничего там не разрушили и были подобраны умеренно счастливыми местными жителями. Один из фрагментов по описаниям был размером со стиральную машину. И пока я тут говорила, мне сообщили, что гараж, куда я боюсь заводить машину, движется в космосе со скоростью 30 км в секунду. Это скорость, с которой Земля вращается вокруг Солнца. Но Солнечная система тоже движется в космосе. Она вращается вокруг центра Млечного Пути нашей галактики со скоростью 230 км в секунду. А Млечный Путь тоже находится в постоянном движении и летит со скоростью около 600 км в секунду в направлении гравитационной аномалии, известной как Великий Аттрактор, навстречу галактике Андромеды,
с которой, по прогнозам, он столкнется примерно через 4-5 миллиардов лет. Ну а тогда посмотрим, что будет. Вы ежесекундно со страшной скоростью мчитесь на крошечные песчинки через бесконечный космос, преодолевая кошмарные расстояния, озаренные светом звезд, верхом на спиральной галактике со светящейся перемычкой посередине, навстречу другой галактике, чтобы слиться с ней в глобальном столкновении темной материи, газа и пыли во вспышках новых звезд. Ничего не бойтесь. На сегодня у меня все. До новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!